кого из знаков зодиака отличный потенциал во всех начинаниях на следующей неделе. Давайте прямо сейчас посмотрим, а потом сделаем Таро прогноз для знаков зодиака на новую неделю. Итак, как вы видите, всегда я показываю, какие колоды использую в видео. Я пока откладываю наше Таро и перемешиваю знаки зодиака, чтобы узнать, у кого на новой неделе будет наибольший уровень успешности. Мы выберем 3 знака зодиака. У кого самый лучший, отличный потенциал во всех начинаниях. Итак, наиболее везучие знаки на новой неделе. Скорпион, Рыбы и Козерог. Итак, дорогие знаки зодиака, Скорпион, Рыбы и Козерог, неделя у вас будет замечательная. Вы будете успешны во всех начинаниях, а поэтому, значит, я вас благословляю, чтобы вы сделали как можно больше. Высшие силы за вас, поэтому дерзайте. Итак, а мы перейдем к нашему прогнозу на Таро для знаков зодиака на новую неделю. Итак, первый знак зодиака у нас Овен. Не пропустите свои знаки зодиака. Это не значит, что ваш знак зодиака какой-то невезучий или еще что-то. Если мы выбрали самые счастливые, вам тоже может крупно повезти. Не переживайте. Итак, что скажет Таро для Овна на новую неделю? Я здесь вижу карту Колесница. Прекрасная карта, которая показывает, что у Овнов на новой неделе может быть куда-то дорога. Также вы можете разбираться со своим транспортом, ремонтировать машину, покупать машину, что-то менять в автомобиле или в мотоцикле в своем, или очень много разъезжать. То есть вся неделя будет в каких-то разъездах. Также это карта достижения целей. Это очень позитивная карта, невероятно положительная. Она как раз-таки показывает вашу Овны целеустремленность и говорит о том, что за что бы вы ни взялись, вы этого добьетесь. Так что, видите, вам тоже удача сопутствует. Следующая карта, извиняюсь за мотоцикл, Паж Пентаклей. Вот поговорили про мотоциклы, они и разъездились, да? Паж Пентаклей показывает, что на новой неделе, дорогие Овны, у вас могут быть разговоры по душам и предложения по работе. Также, возможно, вы получите очень важное письмо от важного для вас, от нужного человека. И может быть какой-то решающий положительный разговор. Ждите предложений по учебе. Я извиняюсь, что такое сегодня? Ждите предложений по учебе, ждите каких-то обновлений в своей жизни, новых знакомств. То есть неделя будет для вас очень яркая. Тем более, что у вас выпала 8 пентаклей, которая показывает, что вам еще и поработать очень много придется. Действительно, Колесница говорит о вашей подвижности, о том, что вы будете достигать целей. И да, работа кипит. Вот. Пентакли у вас целых 2 карты, значит, денежки прибудут на новой неделе для Овнов. И вы повысите свой уровень благосостояния пропорционально тому, как хорошо вы работаете. Конечно же, это такое очень благоприятное послание для вас от высших сил. Вот такой ответ дали карты Овнам. А мы идем дальше. Мы идем дальше, и следующий знак зодиака у нас Телец. Что ждет тельцов на новой неделе? Давайте посмотрим. Что скажут карты для тельцов? Итак, тут у нас туз жезлов. Прекрасная карта. Она показывает, дорогие тельцы, что на новой неделе все ваши какие-то начинания, идеи будут поддерживаться высшими силами.
Вот тут у нас карьера даже, да, вот успех в карьере может быть. И, соответственно, также вас ждет успех в любви. Конечно же, эта карта показывает, ну, фаллический символ, да, поэтому кто-то будет явно к тельцам пылать страстью на новой неделе и испытывать повышенные чувства такие, да, притяжение, постоянное притяжение. Соответственно, могут к вам лица противоположного пола проявлять инициативу. Туз жезлов вообще очень хорошая карта, такая светлая, яркая. Она всегда говорит о том, что у вас невероятный потенциал, классные креативные идеи, тем более, что следующая карта — мир. Мир говорит о том, что вы можете обрести внутреннюю гармонию и равновесие, а также с кем-то помириться, примириться, наладить отношения. Более того, вас могут ждать перелеты, поездки на дальние даже расстояния или планы на это, и даже планы на переезд. Вообще мир всегда говорит о доверии Вселенной и Богу. Если вы, дорогие тельцы, будете доверять высшей силе, она вас приведет ровно туда, куда вам надо, и подставит вас под поток изобилия. Между прочим, эти карты в сочетании своем всегда несут изобилие в вашу жизнь и деньги. Следующая карта у нас, смотрите, какая интересная пятерка жезлов в этой колоде. Здесь у нас смотрят друг на друга кошачьи. Ну, как они, гепарды или леопарды, кто уж там. И явно, может быть, влюбленными глазами смотрят, а может быть, делят территорию. Мы не знаем. Однако, конечно, вы как будто бы будете с кем-то в паре находиться, дорогие тельцы. Главное не сталкиваться со своим партнером или партнершей лидерскими качествами. Между прочим, у вас искрит, поэтому, да, чувств может быть и страсти очень много, все будет гореть на неделе. И, соответственно, в таких эмоциях может возникать и ревность, и чувство собственничества. Поэтому будьте начеку. Однако я здесь вижу очень-очень много прогресса в вашей жизни. Вы действительно можете сдвинуть что-то с мертвой точки и поменять в вашей жизни в лучшую сторону. Ну вот такой ответ тельцам дали карты и высшие силы. А мы идем дальше. Следующий знак зодиака у нас близнецы. Что ждет близнецы на новой неделе? Давайте посмотрим. Что же вас ждет? Ну, здесь у нас карта Шут выпала. Она показывает приключения. Вообще, наши дорогие близнецы всегда находятся в состоянии некоторого приключения. Это такой знак зодиака, очень веселый. И если куда-то позвали, обязательно пойдет или поедет. Так вот, вас могут куда-то позвать. И дело будет довольно рискованное для вас. Однако вы со всей смелостью шагнете в пропасть и поймаете удачу. Между прочим, эта карта Шут всегда говорит о новых знакомствах, новых начинаниях и новых местах. Может быть, вы, дорогие близнецы, даже начнете увлекаться чем-то новым и интересным для вас. Прочитаете новую книгу или узнаете о новом виде творчества. Или выучите, там, не знаю, новую песню. Да? Карта очень хорошая. Так, следующая карта — башня. Она показывает, что пора в вашей жизни разрушить старое, ненужное, отжившее, неприятное. Вот как будто бы вы будете расхламлять свою квартиру, дом или офис, дорогие близнецы. Вы избавитесь от всего мусора, наведете там тарарам. И сначала это будет бардак, а потом уже порядок. Между прочим, когда башня выпадает с шутом, всегда хорошее сочетание, которое говорит, что разрушим старое и начнем новую жизнь, приятную и веселую. Скорее всего, в вашей квартире вы вытрясете все шкафы и, может быть, даже сделаете ремонт. Так, следующая карта, дорогие близнецы, это тройка мечей. Она показывает, что долгое время кто-то, грустил по вам, что ли, обижался или тосковал. И вы узнаете об этом на новой неделе. Вы, может быть, даже пообщаетесь с этим человеком, кто испытывал столько,
ну, грустных чувств по поводу вас или ваших отношений. И поговорите именно по душам, разберете какие-то сложные моменты с близким человеком или с человеком, который раньше был вам близок. У вас неделя откровений, дорогие близнецы. И, соответственно, новое приключение, яркое вас ждет. Однако, и когда вы будете, ну, узнавать вот это вот что-то, что у вас просто приведет, может быть, в ступор, знайте, что это все только для вашего блага. Да, человек грустил из-за вас, страдал, там, мучился совестью, может быть, признается в этом. Но это и есть освобождение, когда вы общаетесь, прощаете друг друга и начинаете даже любые связи по-новому. Ну, вот такой ответ дали близнецам карты на новую неделю. А мы идем дальше. Что вас ждет на новой неделе, дорогие раки? Так, где вы у меня тут? Ага, вы у меня крепс. Крепсы. Дорогие крепсы, что вас ждет на новой неделе? Давайте посмотрим, что ждет раков. Итак, ну тут у нас выпал Паж Пентаклей, замечательная карта, которая показывает, что вы можете получать интересные предложения, позитивные новости, неожиданные сообщения от близких людей, которые вас порадуют. И также это желание чему-то обучаться. Иногда Паж Пентаклей говорит о предложении по работе, там новая вакансия, да, а иногда о том, что вам могут дать небольшие деньги, премию или подарок, какой-то презент. Хорошая карта. Так, смотрим дальше, что еще раков ожидает. Вышла карта Императрица. Между прочим, прекрасная карта. Она для вас, дорогие раки, показывает, что, во-первых, вы можете быть стабильны на новой неделе. Вы можете успокоиться, она не принесет вам, эта новая неделя, никаких негативных эмоций. Во-вторых, вы можете пообщаться с какой-то очень важной женщиной, которая влияет на вашу жизнь положительно, и взять ее опыт за основу, спросить совета, да. Также карта показывает, что вы и сами можете поправить свое финансовое положение. Все начнется с небольших денег или новости, а дальше-то еще лучше. То есть ваше финансовое положение все больше будет укрепляться или улучшаться. И, конечно, это карта спокойной семейной обстановки. То есть у вас в доме будет тишь да гладь, да Божья благодать, и все будут мирно сосуществовать друг с другом. Однако окажите поддержку вашим близким и позаботьтесь о них. Тем более, что вы это умеете. Так, смотрим дальше, что еще раков ждет на новой неделе. Ух ты, какая интересная, прям сова такая, да? Здесь у нас шестерка жезлов, карта победы настоящей. Вы, дорогие раки, может, над какой-то трудностью, может, над какой-то проблемой одержите победу. Но также карта показывает мудрость, мудрая сова, да? То есть, может быть, от какого-то умного человека, опять же, дельный совет, и вы приобретаете недюжинную мудрость. Между прочим, неделя у вас будет очень спокойная, приятная, продуктивная, да еще и с победой, да? Я считаю, это прекрасно. Будет что попраздновать в конце недели. Ну, вот такой ответ для раков дали карты Таро. А мы идем дальше. Следующий знак зодиака у нас Лев. Итак, что ждет львов на новой неделе? Давайте смотреть. Ух ты, король мечей. Так, дорогие львы, вы пообщаетесь с каким-то очень справедливым, честным, дисциплинированным, умным мужчиной. И, возможно, что он как-то повлияет положительно на вашу жизнь, разрешит ваши проблемы, даст дельные советы. И просто, ну, у меня карта выпала, давайте посмотрим еще, что тут, да. И просто этот человек на самом деле может даже быть вашим любимым человеком, если вы женщина. И, соответственно, у вас, значит, с ним будут очень хорошие, добрые отношения. Хотя он как-то связан со стихией воздуха или с управлением, да. Или просто у него какая-то такая очень правильная профессия. Упала у меня семерка мечей.
Карта показывает сороку, которая взяла драгоценность. Дорогие львы, будьте осторожны, не транжирьте деньги на новой неделе. Вы можете резко начать покупать себе дорогие вещи, платья, драгоценности, а потом будете оглядываться назад и говорить, ну зачем же я так потратилась или потратился? То есть вам нужно с этим прям быть осторожнее, тем более, что от короля мечей, значит, могут быть дорогие подарки, знаки внимания, денежные, да, там, и не тратьте сразу, подумайте хорошо. Следующая карта у нас смерть. Смерть выпала рядом с семеркой мечей. Это хорошо. Вы раскроете чей-то обман на новой неделе. И поймете, какой человек говорит вам правду, а какой лжет. Это, между прочим, выгодно. Вот когда ты наконец-то разобрался, кто твой друг, а кто не очень. И более того, карта смерть показывает трансформацию, когда вы отказываетесь от вредных привычек, которые отравляли вас, да, какие-то, не знаю, там, ну, не знаю, курить, может, бросите, да, или там кушать много. И начинаете бегать, заниматься спортом, говорите, для прошлого больше нет места в моей жизни, старые привычки вон, да. И последнюю карту достанем, потому что у нас же одна просто падала. Колесница. Дорогие львы, вы можете еще и отправиться в путешествие на новой неделе, пусть даже это за город, пусть даже на выходные, но какое-то путешествие вас ждет. Также вы можете начать разбираться со своим автомобилем, менять у него там, не знаю, резину, колеса, ремонтировать, что-то там внутри прибирать или там мыть или еще что-то, да, много ездить на транспорте или на автомобиле, можете много передвигаться на неделе. Ну и достигать своих целей. Колесница, карта такая, она говорит о том, что вы прорветесь, да, и можете сделать все, как вы хотите для себя на новой неделе, достичь любых целей. Ну вот такой вот ответ дали карты львам. А мы идем дальше с вами. Следующий знак зодиака у нас Дева. Дева. Вот она. Итак, что ждет дев на новой неделе? Король жезлов. Дорогие девы, события будут крутиться вокруг какого-то мужчины, который, возможно, вам близок, дорог, или просто человек, приносящий вам пользу, влияющий положительно на вашу судьбу. Человек, он самостоятельный, надежный, и к нему можно обращаться за помощью действительно. Если вы влюблены в мужчину знака огня, а сами вы женщина, то, конечно, здесь сильное улучшение отношений, да? Но также наш король жезлов для всех мужчин и женщин – это мотивация. То есть вы будете мотивированы создавать что-то, достигать, делать и стараться работать, заработать. Да? Тем более, что девы настоящие трудоголики. Хорошо, следующее. Тут много карт выпало, не буду поднимать, в смысле в раскладывать. Следующая карта у нас карта «Да». Вот смотрите, дорогие девы, вот эта колода, она особенная, в ней есть карты «Да» и «Нет». И вам выпала карта «Да». Замечательная карта, какой бы вопрос вы себе давно не задавали, какая бы проблема вас не мучила, у вас идет разрешение и ответ «Да» на любой ваш давно мучивший вопрос. Также карта просто вам, вот как высшие силы на новой неделе, что-то разрешают, да? Я скажу тебе «Да» в любых твоих там начинаниях, фантазиях, может быть, там о бизнесе думаете или еще о чем-то, или о переезде. То есть да, это все действительно тебе нужно. Может, вы о чем-то вот задумались как раз. Вот это значит «Да». Вот сразу же знайте об этом, дорогие девы. Следующая карта для вас – это карта «Смерть». Она показывает, вы откажетесь от многих негативных привычек, что-то начнете менять в своей жизни кардинально, будете переживать момент трансформации. И, между прочим, это такая интересная карта в этой колоде, она всегда говорит о положительных тенденциях, о перерождении и о том, что вы наконец-то возьметесь за себя. Может быть, долго не могли решиться дисциплинировать себя в каком-то смысле или пойти, например, в спортзал. Откажитесь от прошлого и начните новое счастливое будущее для себя. Ну вот такой ответ девам дали карты Таро. А мы идем дальше. Следующий знак зодиака у нас с вами Весы.
Итак, дорогие весы, что вас ждет на новой неделе? Давайте посмотрим, что скажут вам карты Таро. Итак, вам выпала 8 пентаклей. На новой неделе вас ждет работа. Вам придется очень много поработать, быть продуктивным человеком, сделать, да, перелопатить. Даже если вы не ходите на работу, вы можете делать что-то дома. Прибирать, стирать, готовить, расхламлять свои шкафы, да, делать ремонт или еще что-то, генеральную уборку, мыть окна, в огороде работать. То есть работы у вас вагон и маленькая тележка. Так, смотрим, что еще. Ну, туз пентаклей. Вот работали весы, работали, и пришло им денежное изобилие. Настоящий талисман от колоды. Счастье в жизни, радость, шансы какие-то на будущее. Между прочим, туз пентаклей часто показывает и вторые шансы для отношений. А также он всегда говорит о большой удаче и счастливой неделе для вас, дорогие весы. Вы будете несказанно осчастливлены кем-то или чем-то. Может быть, вас ждет подарок, может быть, даже дорогой. Или, финансовый поток, да, устремившийся к вам в жизнь. Хорошо, смотрим дальше. Тут у нас еще и 4 пентаклей выпала. Смотрите, человек прям-таки окружен пентаклями. Я считаю, что вы можете на новой неделе действительно разбогатеть или прийти хотя бы к финансовой стабильности. В любом случае, какое-то денежное прибавление вас точно ждет или подвижки к этому. Дорогие весы, вы сосредоточены будете на материальном и на заработке на новой неделе. Это совершенно точно. Но также какой-то человек может проявить к вам чувство ревности и собственничества. Будьте внимательны, особенно к противоположному полу, и особенно если вы в отношениях. Вас могут приревновать. И не зря, потому что уж больно много вы работаете. Вот такой ответ, дорогие весы, от карт Таро. А мы идем дальше. К следующему знаку зодиака. Скорпион. Что ждет скорпионов на новой неделе? Давайте посмотрим. Что же ждет скорпионов? Первая карта у нас 4 мечей. Скорпионы на новой неделе будут отдыхать. Вы расслабитесь, вы решите, может быть, сходить на небольшой отпуск, съездить за город, полежать, расслабиться с книжкой, посвятить время себе. То есть вот эта карта, она всегда говорит об отдыхе, об расслаблении, о том, что вы захотите прийти в себя после трудной, работы, паузу взять, немножечко помедитировать. Задумайтесь над этим. Новая неделя приносит вам, дорогие скорпионы, настоящий релакс. Так, смотрим дальше. Что еще вас ждет на новой неделе? Ага, 3 жезлов. После этого релакса вы возьмете бинокль и начнете строить планы на будущее. Вы можете ожидать каких-то посылок, новостей, товаров, которые могут вам прийти, различные вещи, также гости издалека, или вы куда-то соберетесь и начнете планировать поездку. Дорогие скорпионы, 3 жезлов – это также просто очень хорошие идеи на будущее, которые могут реально работать. И вы будете эти идеи продвигать и развивать. Хорошо, следующая карта. Следующая карта. 7 жезлов. Карта показывает победу. Победу, во-первых, может быть даже над собой. Иногда нужно взять себя в руки, чтобы что-то сделать. И вы начинаете больше молчать и больше шевелиться, да? То есть меньше у вас будет общения с людьми, болтовни, а больше дела. Также 7 жезлов показывает настаивать на своем, да? То есть вы будете настаивать на своем на новой неделе, и у вас действительно все получится. Вы знаете, любое ваше начинание по 3 жезлов действительно будет иметь большой успех. Да еще и рядом с 7 жезлов, которая тут же показывает победу. Развивайте любые свои идеи, и они действительно будут работать. Но я так понимаю, что это начнется только со второй половины недели. Вот такой ответ вам дали карты Таро. А мы идем дальше.
Следующий знак зодиака у нас Стрелец. Что ждет стрельцов на новой неделе? Давайте посмотрим. Итак, вышла карта «Пятерка мечей». Вы знаете, дорогие стрельцы, на новой неделе вы можете с кем-то, немножечко спорить, ссориться, выходить на конфликты, и это принесет вам победу. Однако не совсем эта победа будет радостной для вас, потому что тот человек, который с вами, так скажем, спорил или соревновался, он вам чем-то дорог, и вы его уважаете. Но в любом случае, да, это карта победы, действительно прорыва какого-то в жизни, пусть и дорогой ценой, да, то есть когда человек действительно боролся и старался, и выходил на конфликт, в итоге зная, что он вложил куда-то силы, энергию, да, и отстаивает свое. Следующая карта у нас пятерка кубков. Пятерка кубков показывает, что вы узнаете, будто бы какой-то человек беспокоится о вас и также очень переживает за ваши связи, отношения, там, я не знаю, да, дружбу или личные отношения. Вы узнаете, что у этого человека внутри есть грустные чувства из-за того, что у вас что-то не так между ним и этим, между вами и этим человеком. Вам кто-то откроет душу и расскажет о своих внутренних переживаниях и проблемах. Следующая карта для стрельцов – рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов показывает настоящий прорыв на новой неделе, подвижность и, возможно, куда-то дорогу, поездку, командировку, путешествие, может быть, даже просто за город. Но в любом случае у вас могут быть вот какие-то небольшие разъезды. Также рыцарь жезлов может показывать внезапно нагрянувших гостей или что вы отправитесь, дорогие стрельцы, в гости. А также можете решать проблемы с транспортом или просто общаться много со своей машиной, там, мотоциклом и так далее. Вообще рыцарь жезлов – это искатель приключений. А вы, стрельцы, очень похожи на него. Поэтому приключений на новой неделе все равно ждите. Будет что-то такое яркое, интересное и веселое. Много разговоров и общения. Вот такой ответ дали Таро стрельцам. А мы идем дальше. Следующий знак зодиака у нас Козерог. Что ждет козерогов на новой неделе? Давайте посмотрим. Итак, первая карта – десятка мечей. Десятка мечей показывает, что козероги что-то закончат. Финал, да? То есть карта говорит о том, что нужно заканчивать, покончить с чем-то, распрощаться, раз и навсегда поставить точку. И козероги наконец-то сделают это, хотя давно-давно собирались. Так, смотрим дальше. Следующая карта – повешенный. Вы перестанете быть жертвой. Да? Вот с чем вы решите закончить, это вы перестанете быть жертвой. Повешенный, да? Страдать, жертвовать собой ради других. И также просто приносить себя в жертву страданиями, там, своими сатурнианскими энергиями, которые вами постоянно завладевают. Вы решите перестать страдать, перестать жертвовать собой ради чего-то, там, кого-то или вообще ради чего-то пустого. Все, отказались от вредной привычки, дорогие козероги. Так, тем более, что вы у нас счастливый знак, как вы помните, на новой неделе. Девятка кубков, следующая карта, она исполнит все ваши желания и мечты. Как прийти к мечте, как прийти к желанию, как действительно сделать прорыв в жизни, да, чтобы стать счастливым человеком. Да просто отказаться от привычки быть жертвой, действительно. И также девятка кубков, она показывает жизнь в изобилии, в достатке. Да, поэтому могут быть у вас финансовые прибавления. Вы можете жить в роскоши, поднять свой уровень роскоши на новой неделе, купить себе подарки, что-то дорогое. И просто это карта удачи. Вот даже, видите, на ней даже написано «глюк». Глюк – это большая удача, которая вас ждет. У вас будет оптимизм, вера в лучшее. И
ну, счастье такое человеческое на новой неделе, после того, как вы разрешите вот эти свои внутренние конфликты. А давно-давно было пора. И действительно, начинайте все самое лучшее для себя. У вас все это будет работать, ведь вы один из 3 счастливых знаков. Итак, мы идем дальше. Следующий знак зодиака у нас это Водолей. Что ждет Водолеев на новой неделе? Вышла карта правосудия. Вы знаете, дорогие водолеи, вы добьетесь в чем-то правды и справедливости на новой неделе. Если вдруг вы участвуете в каких-то судах, то вы обязательно выиграете, ведь правда на вашей стороне, верно же? Также карта просто показывает работу в государственных учреждениях или связанную с законодательством, разрешение вопросов законодательства, юридических вопросов. И все это в положительную сторону. Карта всегда советует на новой неделе говорить во всем правду и вести себя как можно более честно. И тогда высшие силы наградят вас. Дорогие водолеи, по этой карте иногда падает официальный брак. Если у вас идет к тому, чтобы вам сделали предложение, может быть и это. Вот. И также даже сама по себе свадьба иногда, да, вступление в законный брак. И также карта показывает равновесие, которое будет достигнуто по какой-то причине. И даже заключение контрактов по работе, которые давно ждали. Да? То есть улучшение в работе идет. Хорошо, следующая карта у нас для водолеев. Это 5 кубков. Карта показывает, что на новой неделе вы узнаете, что кто-то беспокоится за вас, переживает о вас, мучается из-за вас. Может быть, там, не знаю, любит вас и тоскует по вам. То есть будет с кем-то вот такой вот откровенный разговор. Человек расскажет о своих внутренних переживаниях и проблемах, трудностях внутри, да. Я считаю, что вам лучше не с картой правосудия к нему обратиться и осуждать, а постараться, дорогие водолеи, понять этого человека и применять его таким, какой он есть. Вот. Может быть, этот человек станет более счастливым, если вы простите его. Следующая карта – 2 пентаклей. Она показывает, что вам придется продемонстрировать все свои лучшие качества на новой неделе, работоспособность и показать свое мастерство. Вас оценят по достоинству. У вас из-за этого может быть даже денежное прибавление. Также 2 пентаклей показывает, что нужно будет сделать какой-то выбор. Один из 2 вариантов. Делайте смело, чтобы не стоять долгое время и не жонглировать этими пентаклями. Конечно же, вы можете достичь гармонии в душе, баланса, если вовремя сделаете этот выбор, и все будет хорошо. Ну вот такой ответ дали карты водолеям. А мы идем дальше. Следующий знак зодиака, последний, это рыбы. И, кстати, счастливый, как вы помните. Что же ждет рыб на новой неделе? Давайте посмотрим. Вышла карта 2 жезлов. Прекрасная карта. Она действительно показывает начинание. Вам придут новые идеи на будущее. Вы будете ставить новые цели, дорогие рыбы. Было скучно последнее время, но сейчас начнет жизнь набирать обороты, да, и вы будете больше веселиться и радоваться, и получите много положительных эмоций. Сначала нужно составить план, да, а потом уже построить будущее. Вот с плана-то вы и начнете. Хорошо, давайте смотреть дальше. Вышла карта смерть. Дорогие рыбы, с чем-то вы покончите и начнете свою трансформацию. Откажетесь от вредных привычек, пойдете в спортзал или, может быть, просто оставите прошлое позади. Может быть, вам давно пора с ним распрощаться, чтобы оно не мучило вас. Поставить точку и начать с нуля. Да? Вот смерть, она обнуляет на самом деле. Неизбежна ваша трансформация. Вы наконец-то решите закончить старое и начать что-то новое, интересное и увлекательное. Так, и следующая карта у нас туз кубков. Прекрасная карта для рыб. Она показывает, что кто-то в вас влюблен. И, скорее всего, покажет это на новой неделе или скажет вам о своей любви. Возможны подарки от любимого человека, взаимная любовь, невероятное счастье в любви, а также поток изобилия, новые идеи, яркие возможности,
куча позитивных эмоций ждет рыб на новой неделе. И ведь какое счастье! Вы действительно будете чувствовать себя на коне, так скажем. Ведь вы взяли себя в руки и отказались от старого. А новая жизнь, вот она тут же, в виде туза кубков. Яркая, прекрасная, счастливая, с белым голубком, символ мира и хороших новостей, а также вечной любви. Ну, вот такой ответ дали карты рыбам. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.